Друзья, если у вас нет возможности читать поэму Гомера «Одиссея», смотрите это видео. Это истории из жизни парня по имени Одиссей. Приключения. Написал поэму Гомер еще до нашей эры, в 8 веке. Гомер был слепым, поэтому он начитывал, а его помощники записывали. Так принято считать. А как оно было на самом деле, кто его знает. Давненько это было. Поэма состоит из 24 песней. Я разбил пересказ на 3 видоса, чтобы вам было удобнее смотреть. Сейчас вы услышите пересказ с 1 по 8 песнь. Итак, дело было после Троянской войны. Автор поэмы Гомер обращается к дочери Зевса, Музе, чтобы она рассказала ему историю о том чуваке, который... И Гомер очень кратко спойлерит свою же поэму. На горе Олимп боги от безделья не знали, чем им заняться. Кто-то из них хотел помочь человеку Одиссею, кто-то наоборот хотел его погубить. В общем, боги между собой развлекались. Богиня Афина просит своего отца Зевса помочь Одиссею вернуться домой на остров Итака. Пап, он хороший, умный, тебя всегда славит. С ним бог морей Посейдон враждует. Зачем Одиссей ослепил его сына Циклопа? Посейдон убить его не может, но бесконечно гонять по морям может. Вот и гоняет. Нужно, чтобы Посейдон простил Одиссея. Афина решила отправиться на Итаку, чтобы помочь сыну Одиссея Телемаху повзрослеть. Богиня обернулась мужиком и оказалась в доме Одиссея. Телемах принял странника, напоил его, накормил и рассказал, что творится у них на острове. Да тут от маминых женихов отбоя нет. Они хотят занять место моего отца и стать правителями. Приходят во дворец, жрут, бухают за наш счет. А я еще мелкий, не могу их прогнать. Тогда странник рассказал, почему он здесь. Я хотел увидеться с Одиссеем, да видно, боги его пока задерживают. Он еще жив, это точно. Может где-то в плену, может плавает. Но в любом случае он скоро вернется. Я в последний раз видел твоего батю много лет назад, еще перед Троянской войной. Телемах рассказал, что он только от матери знает, что Одиссей его отец. Да как-то я не в восторге от того, что он типа мой отец. Я же рос без него. Представь, как это расти без отца. Ты похож на него. Значит, Одиссей твой отец. Телемах, что тут у вас творится? Кто все эти люди? Да понимаешь, в те далекие времена, когда правителем был батя, на острове был порядок. Сейчас же никто не знает, что с ним. Знали бы, что он умер, так было бы понятнее, а так ни жив, ни мертв. И теперь вот вся эта кодла хочет занять место отца, чтобы править Итакой. А для этого им нужно взять в жены мою мать Пенелопу. А мать не хочет, но и отказывать не имеет права. Все-таки правитель острову нужен. Да, печалька. Нужно, чтобы твой батя поскорее вернулся и порядок здесь навел. Телемах, сделай вот что. Садись на корабль и отправляйся в плавание по окрестным землям. Расспроси людей, кто что знает о твоем отце. Если узнаешь, что он жив, жди его 1 год. Если узнаешь, что мертв, похорони его, а мать склони к новому замужеству. После общения Телемах воспрянул духом, догадался, что общался с богиней. Теперь он понимал, что ему нужно делать. Пришел к женихам. Так, парни, слушайте сюда. Завтра все приходите на площадь, и я при людях вам всем скажу, чтобы вы в наш дом больше не ходили. Ясно? Хотите бухать? На здоровье. Только не в моем доме. Здесь я хозяин. Иначе скажу Зевсу, он вас накажет смертью прямо в этом доме. Женихи только улыбнулись. А сегодня нам еще можно бухать? Да? Тогда ступай, мальчик. Наутро Телемах вышел на площадь, где собрался совет. Что случилось? Спросили его уважаемые старцы. Почему нас всех собрал?
Да достало меня то, что женихи за наш счет сидят у нас дома и все жрут, как саранча. Как-то несправедливо это. А что это ты все на нас спихиваешь? Отозвался один из женихов. Это все из-за твоей матери Пенелопы. Уже 4-й год голову нам морочит. Обещает кого-то из нас выбрать и не выбирает. Сказала, что выберет мужа, когда закончит что-то там вышивать. Ну мы и поверили ей. А что потом? А потом она днем шьет, а ночью все распускает. И снова шьет, и снова распускает. И вот уже так 3 года. Потому, Телемах, будем мы и дальше разорять твой дом, пока она, наконец, не сделает то, что должна сделать. Ясно? Телемаху ничего не оставалось, как пригрозить женихам Зевсом. Если и дальше будете грабить мой дом, я попрошу Зевса, и он вас покарает смертью. Над площадью пролетели 2 птицы, посланные Зевсом. Один старец вышел и сказал, что умеет толковать события по птицам. Предрек скорое возвращение Одиссея и неприятности женихам. «Послушай, дядя», — сказал ему один из женихов, — «шел бы ты со своими пророчествами. Небось, от Телемаха награды ожидаешь за свои сказки. Пенелопа или выберет кого-то из нас, или мы дальше будем объедать ее хозяйство». Телемах сообщил, что он на корабле отправится в Спарту и Пилос, чтобы там узнать об отце. Если узнает, что он жив, то еще год прождет его. Если узнает, что мертв, похоронит, а Пенелопу выдаст за кого-нибудь замуж. Затем Телемах наедине обратился к богине Афине. «Помоги, однако, мне самому как-то трудно». «Ну ладно, я тебе корабль снаряжу и отправляйся в путь». Афина все организовала, и корабль, и людей. В общем, когда все были в сборе, корабль благополучно отправился в плавание. Первым местом, где Телемах сошел на землю, был Пилос. В тех краях царем был Нестор. Он радушно принял гостей, устроил для них пир. Ну что, ребята, перекусили? А теперь расскажите, кто вы и откуда, с какой целью приплыли. «Мы из Итаки», — начал Телемах. «Хочу хоть что-то узнать о своем отце Одиссее. Жив он или мертв? Вы ведь с ним воевали у Трои». «Да, славная тогда была война. Многие наши герои были убиты. Аякс, Ахиллес, Патрокл, мой сын Антилох. Когда возвращались по домам, ветер и море разбросали нас в разные стороны. Поэтому что случилось с Одиссеем, я не знаю». Нестор посоветовал Телемаху посетить царя Менелая, из-за жены которого началась Троянская война. Менелай много времени провел не дома, а сейчас вернулся. Много всего знает. Может, он слышал что-то о твоем отце. Поезжай к нему. Нестор снарядил для Телемаха колесницу и велел своему сыну Писистрату отвезти парня в Спарту к царю Менелаю. Менелай как раз устраивал свадьбы сына и дочери, 2 сразу, чтобы дешевле было. Царь гостеприимно встретил Телемаха и Писистрата, накормил, напоил их. «Ну чё, парни, кто вы? Рассказывайте. Уж больно один из вас похож на друга моего, Одиссея». «Так и есть», — сказал Писистрат. «Я сын Нестора, а это Телемах, сын Одиссея. Хочет он узнать о судьбе отца». «Славный у тебя отец», — начал Менелай. «Мы вместе с ним на войне внутри деревянного коня были. Смелый, умный. Я долгое время не мог с одного места уплыть домой, потому что боги меня не пускали. И только хитростью, которой меня научила одна богиня, я смог узнать, в чем дело. Скорее всего, у твоего бати такая же ерунда. Один чувак мне сказал, что Одиссей на острове у нимфы Калипсо. Уже долго там, лет 7. Никак выбраться не может, потому что корабля нет и людей нет, с которыми он бы мог отправиться в море. Мне нужно было совершить жертвоприношение богам, и они меня простили. А я благополучно добрался до родной Спарты». Услышав новости об отце, радостный Телемах засобирался в путь.
А тем временем на Итаке женихи, узнав, что Телемах взял корабль, людей и отправился в море, пришли в ярость. Решили, что они на корабле поплывут и, встретив в море Телемаха, убьют его. Сразу же слуга доложил Пенелопе о заговоре женихов. А мать-то даже не знала, что сын вообще куда-то уплыл. Она была в шоке. Мамаша обратилась к богине Афине с просьбой помочь Телемаху. Ночью к Пенелопе пришла посланец от богов и пообещала, что сын вернется невредимым. На собрании богов Афина докладывала другим богам о бедствиях Одиссея. «Ребята, Одиссей ну уж слишком долго живет у Калипсо. Может, хватит? Теперь и его сын Телемах в опасности. Убить его хотят». Зевс ей ответил, чтобы она сама позаботилась о парне, а женихов не трогала. Богу Гермесу велел лететь на остров. «Скажи Одиссею, что он может вернуться домой, только сам, без чьей-либо помощи. В таком-то месте он получит корабль, людей, богатство. И уже потом welcome home на Итаку». Гермес сразу же полетел на остров. Там его встретила нимфа Калипсо. «Привет, что надо?» «Я от Зевса. Он требует, чтобы ты отпустила Одиссея». Огорчилась нимфа. «Что, завидуют мне боги за то, что сплю со смертным? Это же Зевс его корабль сжег, а Одиссей на мой остров еле живым доплыл. Я его приютила, готова дать ему вечную молодость, бессмертие. И как он отсюда уплывет? Корабля нет, моряков нет». Как бы Калипсо не возмущалась, а решение Зевса нужно исполнять. Она пошла к Одиссею, который почти все время проводил на берегу, с тоской глядя в море. Да, Одиссей каждую ночь чпокал нимфу, но без любви. Чпокал и одновременно тосковал по дому. «Пришло твое время, можешь покинуть остров», — сказала ему Калипсо. «Бери топор и делай плот. Одежду, еду и воду я тебе дам». В чем подвох? Нет подвоха. Если останешься, я сделаю тебя бессмертным и вечно молодым. Я ведь красивее Пенелопы. Я всегда молодая, а она уже старая. Да знаю я. Я домой хочу. Вот и все. После разговора Одиссей и Калипсо снова пошли кувыркаться в кровати. А на утро он взял топор и начал строить плот. На 4-й день плот был готов, а на 5-й Одиссей отправился в путь. 17 дней он плыл по спокойному морю при попутном ветре. Показалась земля. И тут такой Посейдон. Что за фигня? Никуда ты не доплывешь. Он быстро устроил на море такую бурю, что Одиссей пожалел, что не умер на Троянской войне. Тогда бы я хоть во славе погиб, и меня бы похоронили как героя. А сейчас плот бросало по волнам в разные стороны. Это дело увидела богиня Левкотея и сжалилась над смертным. «Вот тебе покрывало», — сказала она Одиссею. «Накинь его на себя и плыви к берегу. Оно тебя защитит. А когда окажешься на берегу, выбрось его в море». Богиня исчезла, а Одиссей подумал, что это такая подстава, и решил остаться на плоту, пока плот еще был цел. Но Посейдон его мигом разрушил. Одиссей держался за одно бревно, а потом бросил его и поплыл к берегу. «Ну все, дело сделано», — решил Посейдон и занялся другими делами. Тем временем богиня Афина оставила на море только один ветер из 4, который дул к берегу. 2 дня и 2 ночи Одиссей провел в море, а на 3-й день море успокоилось и показался берег. Только не песчаный, а с рифами и утесами. «Блин, боги, вы что, издеваетесь? И как мне теперь забраться? Меня же волны об камни разобьют», — думал Одиссей. Он плавал, молился богам о помощи и в конце концов нашел безопасное место на берегу. Сразу выбросил в море покрывало, как ему велела богиня, а потом подумал, где бы ему уснуть. Ведь рядом могли оказаться дикие звери. Пошел в лес, насобирал листьев и прямо в них лег спать. В тех краях жили фиокийцы,
царем у которых был Алкиной. Богиня Афина проникла в спальню его дочери Навсикаи и во сне ей сказала: «Ты тут лежишь, а ведь тебе скоро замуж выходить. Утром пойди на реку и одежду свою выстирай». Наутро Навсикая попросила у отца колесницу, чтобы съездить на реку одежду постирать. Девушка поехала вместе со своими подружками и рабынями. Там они устроили грандиозную стирку. Потом в реке купались, ели, в мяч играли. Афина сделала так, что мяч улетел в воду. Девчонки громко закричали и своим визгом разбудили Одиссея. Ну и представьте, из лесу выходит какой-то заросший голый чувак, правда, листьями прикрыл хозяйство, весь в морской тине. Девчонки поразбегались, кроме Навсикаи. «Ты очень красивая», — сказал ей Одиссей. «Я тут в море 3 недели плавал, только оттуда вышел. Где я сейчас, понятия не имею. Дай мне, пожалуйста, любой одежды и покажи дорогу в город». «По речи твоей я поняла, что ты не бомжара, а кто-то знатный. Не вопрос, все тебе дам, и одежду, и в город отвезу. Кстати, здесь живут фиокийцы. Я царевна Навсикая. Ты умойся, затем поешь, а потом поедем в город». Одиссей пошел мыться. Афина его подмарафетила, и вышел из реки Одиссей красавцем-мужчиной. «Вот бы он стал моим мужем», — сказала Навсикая девчонкам. Девушка объяснила Одиссею, кстати, он ей еще не назвал своего имени, что она отвезет его в город. Потом высадит, чтобы люди не начали сплетничать, мол, царевна непонятно с кем ездит. А уже потом ты из города приходи к нам во дворец. Шел Одиссей по городу и спросил у девушки, как ему пройти ко дворцу. А этой девушкой была переодетая богиня Афина. «Идем, я тебя проведу». Пришли. Афина сразу же исчезла. Одиссей вошел во дворец и обратился к царю и царице. «Я странник. Help me, please. Хочу домой попасть». Его для начала сразу же накормили, а затем царь Алкиной пообещал, что доставит путника туда, куда ему надо. Царица попросила гостя рассказать о себе. Да что там рассказывать? Плавал я в море со своими парнями на корабле, потом Зевс нас потопил. Все погибли, а я выжил и оказался на острове нимфы Калипсо. Она меня приняла, хотела дать мне бессмертие и вечную молодость, но я отказался. 7 лет я провел на ее острове. Мы вместе спали, но я ее не полюбил. И вдруг она ни с того ни с сего сказала, что я могу уплыть. Но я и уплыл сразу, на плоту. Плавал 3 недели и оказался в ваших землях. Заснул, а когда очнулся, увидел вашу дочь. Она меня накормила, дала одежду. Хорошая у вас дочка. Ну так, будь ей мужем, если хочешь, предложил царь. Решай сам. Да я все-таки домой хочу. Ну, как знаешь, дело твое. Корабль я дам, людей дам, доставим тебя домой. На следующий день на площади Алкиной обратился к своим людям. Вот мой гость, просит помощи, я еще никому не отказывал. На корабль нужно 52 гребца. Ну а вы все приходите ко мне во дворец на пир. Поесть на халяву пришло много людей. Слепой певец Демодок запел про храброго Ахилла и мудрого царя Одиссея. Сам Одиссей аж прослезился, только прикрылся, чтобы никто не видел. Царь Алкиной заметил, но пока промолчал. Он пригласил на улицу желающих принять участие в спортивных играх и поболеть за атлетов. Сперва бег, затем тяжелая атлетика, затем прыжки, затем метание диска, затем бокс. Сын царя обратился к Одиссею. «Видим мы, что ты сильный мужик. Чем себя можешь проявить перед нами?» «Дружище, я же сюда не в игры играть пришел. Но раз ты настаиваешь...» Одиссей поднял тяжелый камень и швырнул его дальше, чем другие диск бросали.
Ну что, я готов. Бег, борьба, стрельба из лука, метание копья. Кто хочет со мной сразиться? Люди молчали. Слово взял царь Алкиной. А давайте-ка мы лучше танцы устроим. И тут парни начали танцевать. Одиссей признал, что в танцах с фиокийцами никто не сравнится. Ну а теперь пришло время подарков, сказал Алкиной. 12 знатных мужей, подарите нашему гостю что-то ценное. И пришлось этим мужчинам принести в дар много ценностей. Затем вернулись во дворец снова пить и есть. Одиссей обратился к певцу. Ты так четко и верно пел о Троянской войне, словно ты там тоже был. Спой про деревянного коня. Демодок спел о том, как донайцы после многолетней осады уплыли из Трои, оставив перед воротами города огромного деревянного коня, внутри которого спрятались парни. А троянцы, приняв его за подарок, завезли этого коня внутрь города. Затем ахейцы выбрались из него, отворили ворота вернувшимся землякам и захватили Трою. Одиссей слушал и плакал. Царь Алкиной обратился к нему. «Странник, ты получил от нас радушный прием, ты получил много подарков. Для тебя снаряжен корабль, чтобы ты мог уплыть домой. Скажи нам, кто ты, откуда ты, почему ты плачешь?» Друзья, на этом заканчивается 8-я песнь. Продолжение смотрите в следующем видосе. Оставив перед воротами города огромного деревянного коня,